Всем привет, с вами Дэн. Берни давненько не было на канале, а ведь по соотношению цена-качество это один из лучших брендов с AliExpress. Ну давайте открывать коробочку и смотреть, чего у нас там внутри. Значит, самое главное, это, конечно же, тут у нас вот бумажечка «Спасибо» и данные по сайту, мануальчик, да, мануальчик. Пленочка, ну и понятно, зелененькие красотулечки Берни AM539. И вот именно вот эта версия с зеленым циферблатом. Ну, давайте сейчас я пленочки сниму и продолжим. Итак, значит, Берни AM539 Дайвер, и сами понимаете, что здесь Жежелю Культер Полярис такой хомаж, и это уже вторая, насколько я знаю, генерация данной версии, новый вариант уже конца 2025 года. Ну и давайте по характеристикам быстро пройдемся. Здесь корпус и браслет сталь 316L, 200 метров водозащиты, суперлюминово на метках и стрелках, сапфир с внутренним антибликовым покрытием, причем сапфир здесь плоский. Внутри стоит Miyota 8215, прозрачная задняя крышечка. Ну и есть несколько вариантов цветов циферблата. Мне кажется, вот это вот такой светлый, яркий, сочный, летний оттенок зеленого цвета вполне себе интересный, но есть и другие. Цена на AliExpress плюс-минус там 10 тысяч рублей. Понятное дело, что есть всякие купоны, распродажи и все остальное прочее. Я ссылку оставлю в описании к ролику. Сами посмотрите, что там будет на момент выхода ролика. Ну и давайте по размерчикам пройдемся. Что у нас получается? 41,5 по диаметру, высота 13,5. По браслету, ну здесь уже 22, да, у нас практически. То есть можно сторонний ремешок поставить. И от ушка до ушка 48,4. Ну, такие вот достаточно стандартные размеры, но часы не самые маленькие. Мое запястье 18,5, как видите, ушки длинные, мощные, крупные. Ну, то есть такая вот модель на среднее или на крупное запястье. На ремне будет тоже, кстати, интересно смотреться. Ну, вот сами понимаете, да, ушки здесь достаточно длинные. Кстати, хорошее, крупное первое звено по браслету, поэтому ничего нигде не топорщится. Облегает аккуратно, за это лайк, это прям хорошо. Ну и у нас две здесь головки, да. Та, которая у отметки 4 часа отвечает за настройку времени, она завинчивается. И здесь еще одна, которая завинчивается, и она у отметки 2 часа, и она отвечает за внутренний безель. То есть здесь, как вот в стиле компрессор 60-х годов, у часов можно безель выставлять при помощи внутренней головки. Поставили, погружаемся и все. Внутренний безель здесь такой со скосом, да, он не мешает считываемости времени. Очень удобно, кстати, аккуратно, стилистика интересная. При этом объем здесь есть по циферблату, накладные метки, да, плюс вот этот вот такой скошенный внутренний безель. Есть еще разметочка такая минутная в центре. И дата притаилась у отметки 4 часа, контрастная, белая. Для любителей даты будет, как мне кажется, окей. По весу давайте посмотрим, что у нас получается. На полном браслете так, 195 грамм. То есть для тех, кто, как и я, например, любит, чтобы часы весили так прилично, чтобы ощущалось на запястье. Значит, про запас, здесь про запас сантиметров 6, так что как раз, как я говорил, на среднее и на крупное запястье будет прям оптимально. Здесь нет быстрой замены браслета, ну, в принципе, часы идут в базе на браслете окей. Застежка, внутренняя часть литая, внешняя часть на двойной фиксации. Штамповочка. Ну, опять же, учитываем стоимость часов. Стоимость очень и очень доступная, тем более с учетом механизма, сапфира и водозащиты в 200 метров. Значит, браслет здесь такой вот как бы гантелькой, да, основное звено, и центральное звено идет с зеркальной полировкой. То же самое по корпусу. Идет сатинирование, причем такое верхнее, да, вертикальное, на гранях ушек зеркальная полировочка, ну и здесь вот такое сочетание зеркалка плюс вертикальная полировка.
Крупный, достаточно такой мощный корпус с хорошей читаемостью, с ярким циферблатом. Есть, опять же, повторюсь, разные версии, кому что больше нравится. На лето, как мне кажется, прям окей. Я бы, честно говоря, эти часы, наверное, даже больше видел на каучуковом ремешке, если мы говорим про часы именно на море, там куда-то на бассейн, летом, либо на каком-нибудь, например, кожаном ремешке. На браслете тоже окей, поэтому в базе браслет, как всегда, отлично взять, пригодится. Но в целом, мне кажется, эта модель больше под ремешок подходит. Ну, у всех может быть свое мнение, так что обязательно напишите в комментарии под этим роликом. Ну, а теперь давайте посмотрим уже макро. Солнечные лучи у нас здесь по циферу, накладные метки, внутренний рант. Объемчик чувствуется, зеркальная полировка и стрелки частично скелетонированы. Ну и на задней крышке можно посмотреть на Miyota. Плюс Made in China здесь на наклеечке. Ну, что хочу сказать по итогам. Слушайте, ну, по цене в районе 10 тысяч рублей, то есть это где-то примерно 120-130 долларов, по-моему, очень даже интересный вариант. Характеристики здесь на высоте, качество вполне себе соответствует стоимости. Интересный вариант такого летнего дайвера, мощного, достаточно крупного и достаточно тяжеленького. Если вам нравится, когда вот на запястье чувствуется моделька, то, собственно, почему бы и не рассмотреть. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.